Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками и нашими встречами с белорусским экспертом Юрием Воскресенским. Юрий, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. Юрий, ну что, очень жаркая ночь была прошлая, и вообще неделя такая была очень жаркая. Поразительно. Трамп в самолете в очередной раз говорит, как хорошо прошли переговоры, как все замечательно, как все здорово по вопросу России и Украины. Россия бьет по, скажем так, энергоподпитке, да, по 750 киловольтным станциям, да, бьет по, собственно, энергомостам, энергоостровам, и большие проблемы сегодня в энергетике, экстренное отключение света. И, в принципе, события развиваются как бы логично и параллельно. То есть параллельно у нас с каждым разом все больше и больше успеха на переговорах, и параллельно у нас эскалация все выше, выше и выше. Украина делает попытку, скажем, наверное, Украина, мы не знаем точно, но судя по комментариям от украинских военных, освобожденных по экстракшену, я имею в виду Редиса, все-таки это как бы Украина, да, то есть имеет все основания ликвидировать генерала Алексеева, бьет по химическому заводу в России, летят дроны в товарном количестве, ну и, соответственно, после этого удар по украинским энергообъектам. То есть мы идем к лесенкой эскалации. Почему так происходит? Почему переговоры и эскалация отдельно? И что это означает? Это означает, что просто придут эти две параллельные линии в одну точку и будет некий финал, или так и будет и дальше? Параллельные никогда не пересекаются. Вы знаете, финал все-таки будет. Финал все-таки будет. Вопрос, каким этот финал будет и для кого. Да, то есть для украинцев, для россиян с белорусами, для американцев, европейцев. И вот на эту тему можно рассуждать бесконечно долго. То, чем сейчас занимается наш председатель Совета мира Дональд Трамп, похоже на действие слона в посудной лавке. Если раньше, в дотрамповские времена, стратегия внешнеполитическая США поддавалась какому-то объяснению, то есть была стратегия Никсона, до этого стратегия Трумэна, после Никсона стратегия Пауэлла или там Вайнбергера Пауэлла, либо до него еще Шульца, Эспена. Сейчас стратегия неуправляемого хаоса. Это даже не можно сказать, кто-то называет это управляемый хаос. Ну, действительно, на него влияют наши американские коллеги, но это все приведет вообще к неуправляемому хаосу. За что не берется председатель Совета мира, везде возникают очень серьезные проблемы, которые еще неизвестно, чем нам отразятся через 2, 3, 5, 10 лет. Поэтому в этой вот всей ситуации тотальной анархии очень тяжело предсказать, чего нам с вами ожидать. А еще тяжело нам предсказать с учетом слов Трампа, которые всегда по итогу фактчекинга, как минимум на 80% оказываются пустой бахвалой и враньем. Ну, например, он подводил итоги года, рассказал про рекордный экономический рост. Этот экономический рост в 1,5 раза ниже, чем был при Байдене. Он рассказал про итоговую занятость в промышленности. В результате мы посмотрели американскую статистику и увидели, что 65 тысяч мест рабочих потеряла промышленность только за 2025 год. Тоже такая же цена словам про рекордно низкую инфляцию. На самом деле в США зашкаливающая инфляция. Ну а что касается приходов, действительно рекордных от тарифов, то мы уже это обсуждали. 96% этих тарифов оплачивают американцы, потому что это заложили производители в цену товаров.
Поэтому, когда он в самолете в очередной раз говорит, что все, стороны договорились, и вот будет подписан мир, ну, как можно не то что верить этому, но обсуждать это в 20-й раз? Ну, ни по одному вопросу принципиальному стороны не договорились. Ни по одному. Ни по территориям, ни по Запорожской АЭС, ни по церкви, ни по языку. Кстати, сегодня в России отмечают День дипломатического работника. Значит, 10 февраля, да, это лет там 500 назад, по-моему, 477 лет назад, Иван Грозный учредил посольский приказ. И вот с тех пор отмечают вот в эту субботу День дипломатического работника. Так впервые, кстати, за все ведение вот этих переговоров, после, значит, триумфального, в кавычках, анкориджа, мы из слов министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова услышали, что хоть обсуждают даже язык и церковь. Потому что мы это все предполагали, но никогда это не слышали. Мы слышали только территории и АЭС. АЭС и территории. А ведь вопросы десятки. Десятки. Это и вообще не только язык и церкви. Вопрос, значит, наличия баз. Вопрос армии. Вы видите, Зеленский третий раз уже публично озвучил цифру 800 тысяч человек. Несмотря на то, что в первом Стамбуле они настаивали на 175, максимум 200 тысяч человек. Ну, а Россия тогда настаивала на 100 тысяч человек, вы помните, вместе с Национальной гвардией. Ну, то есть это о чем говорит? О том, что ни один принципиальный вопрос не решен. Зачем вы тогда встречаетесь? Вот хорошо, что решаются вопросы такие локальные, связанные с обменом телами и с обменом военнослужащими, которых заждались их семьи. Это хорошо, но для этого не нужна такая помпезная делегация и не нужно такое задействование ресурсов. Вот, поэтому время, конечно, как вы сказали, жаркое, но это звучит немножко иронично. Потому что после сегодняшних обстрелов по ходу выведена триада ТЭЦ украинских. Вот Бурштинская, Добротворская и Ладыжинская. И с учетом того, что февральские морозы на следующей неделе снова приходят, они отступают, конечно, это вызовет определенный дискомфорт гражданскому населению. Но в этот раз баллистические крылатые ракеты и значит, Герани, БПЛА навестили западную часть Украины. Потому что мы в прошлом эфире с вами говорили, как-то нелогично смотрится, что все так называемые русские регионы, они страдают от вот этих всех вещей. Я имею в виду гражданское население. Понятно, от которого не отойти в рамках вот такой серьезной войны. Ну а в западных регионах, откуда вся эта зараза пошла, простите, там хороводы каждый день. Там они чаи пьют, там они, значит, ходят по музеям Львова, делают селфи. Конечно, это вызывает вопросы, определенный дисбаланс. Как я понимаю, этот дисбаланс урегулирован. Но приблизит ли нас это к миру, не знаю, не уверен. Возможно, даже и отдалит. Теперь, что касается действий Зеленского. Понятно, что за вот этим подрывом, я имею в виду в продолжении, в развитии переговоров, понятно, что за этим подрывом генерала Алексеева стоят украинские спецслужбы. Но и я хочу сказать, что Зеленский меня очень удивляет. Мы его все время недооцениваем. То есть с точки зрения оказания очень серьезного ущерба России, наверное, британцы бы не нашли лучшего кандидата. Он работает очень профессионально. Я отдаю ему должное. Он непрофессионально работает и абсолютно бессмысленно с точки зрения будущего украинского народа, украинского государства. Это очевидно.
Но с точки зрения нанесения очень существенного ущерба и в том числе работы вот в таком значит, в секторе, связанном вот с коллективным бессознательным, сейчас объясню, про что я говорю буквально вкратце, он работает блестяще. Но все-таки я вот как аналитик оцениваю это, ну, все-таки сваты смотрели, наверное, все 15 республик Советского Союза. И смотрят до сих пор, и пересматривают по 3-5 раз. Потому что после таких переговоров нанести удар, да еще по кому? По символу, по одному из символов русской армии. Ну, это надо иметь, точнее, вообще не иметь голову. Но и, наверное, некоторые наши коллеги, которые находятся в Москве, они недооценивают, значит, степень вот этого удара, степень поражения коллективного бессознательного. Дело в том, что жители России, конечно, ощущают очень серьезное недоумение. И есть определенный осадок. Да что ж это такое? Генерал Кириллов, генерал Москалик, генерал Сарваров, генерал Алексеев. Это только в Москве. В Москве, понимаете? То есть это рано или поздно, если этот гештальт не закроется, а закрывается он либо ответными мерами, либо каким-то объяснением. Хотя что тут можно объяснять? То это может, значит, рано или поздно привести к очень серьезным внутриполитическим проблемам. Поэтому Зеленский и его хозяева, прежде всего британцы, действуют блестяще с точки зрения нанесения, к сожалению, блестяще урона Российской Федерации. Его все время недооценивают. А он все время, смотрите, чем занимается. Я имею в виду... Ну, смотрите, тут еще какой-то момент, давайте, если так это обсудить, это негодование. Действительно возникают вопросы, да? То есть, второй человек, второй разведчик России, ну, имеется в виду зам, тот, который именно... Тут много сразу как бы моментов нужно обсудить. Вопрос первый. Значит, именно, как утверждают там, знакомые с процессом аналитики, именно через Алексеева велась вот эта вот коммуникация и по обмену. То есть, смотрите, нет там добра и зла. Да? То есть, точнее как, понятно, что есть одно глобальное зло, типа вот все, то есть это военная цель, это вот жирная цель, военный генерал, разведчик еще такого уровня, он создавал Вагнер в свое время, все сразу вспомнили поход Пригожина на Ростов, где они сидели в беседке, да, и как там, ну, то есть это символ, очень известный в этих кругах, то есть это вот жирная цель с этой точки зрения. Но с одной стороны, это так, но с другой, погодите, через него проводили коммуникацию, в том числе и по обменам. Линия Буданов-Алексеев, да, вот понятно, не они, может и они вместе вдвоем, да, то есть это, может, их подчиненные, это постоянно на связи, постоянно согласование определенных вещей. Есть мнение, и я, в принципе, его разделяю, что коммуникация на этом уровне не прекращается никогда. Сразу вспомнили, что почему по Зеленскому не бьют. Да, был период, когда он там куролесил по передовой, и выстрелы замолкали, а потом, когда уезжал, потому что есть вот эта договоренность, есть какая-то связка, и она такая не конспирологическая, а вот именно практическая. И этот удар будет иметь очень такие далеко идущие последствия. Принципиально важно, очень был странный обмен. В каком плане странный? Нет, это, конечно, большое счастье, что 157 на 157. Россия тоже последние обмены подхватила эту историю, что встречают своих как героев, окутывают во флаги и снимают видео, что вот они обменены. Это давно Украина делает, а вот Россия только переняла эту моду. Правильно, неправильно, тут по-разному можно оценивать, потому что, ну,
тоже, да, там попали в плен, а как попали, да, то есть что там делают в плену, например, с военнослужащими, вербуют, не вербуют. Ну, в общем, это такие моменты, как раз-таки за которые отвечал в том числе и Алексеев. Согласованные списки. В чем странный обмен? Российская сторона и прошлый глава переговорной группы Мединский выдает информацию, что обменяли тех, кого Киев не хотел брать. Там затесался один гражданский. В Россию отправили двух гражданских с Курской области. Тоже почему-то они там удерживались, да. Они говорят, ну, в качестве заложников удерживались. То есть курян вернули гражданских. И вот эти военные. Важный просто тут элемент, я считаю, очень важный, что вот этот обмен, он как-то сопровождался какой-то, вот этой странностью. То есть Украина брать не хотела, но потом взяла. Там теперь это открывает как бы двери к следующим обменам. То есть вроде как позитивный сигнал, но тут бьют как конкретно по источникам договоренностей об этих обменах. То есть мы понимаем, что обменов может не быть следующих. Потому что уже, например, там вместо Алексеева другой генерал будет контактировать с противоположной стороной, он будет понимать, да, что это уже другое отношение ко всему происходящему. И уже другая коммуникация. Получается, у нас призакрывается вот это окно обменов, у нас растет степень эскалации, все гадают, а как ответит Россия? Ну вот в чем ее ответ? Зеленский за 2 дня, за день до этого говорит, я подписываю военные планы, нанесение ударов, будем делать больно врагу. За 2 дня до этого он рассказывает, что на него там очень много покушений, и каждый раз на него покушались. И тут же сразу как бы разводишь руками и думаешь, что, наверное, у британцев, которые курируют спецслужбы украинские, плотно сотрудничая с ними, у западных стран, западные консультанты, у них, наверное, какие-то крутые протоколы безопасности. Потому что в панельке на Волоколамке как бы стрелять во второго человека в разведке России, это тоже, извините, нужна подготовка, нужны же какие-то контрдействия. Но с другой-то стороны, ровно вчера, это все очень спрессованного времени, нам показывают видео, как находят Ермака. То есть какой-то Миша Ткач, журналист, он может и к Миндичу доехать, узнать, где он находится. Он может и Ермака найти, а там его охранники, службы охраны украинской. Это я к чему привожу пример? Это, если хотите, мы подробнее там разберем Ермака. Я имею в виду к обстановке. Какой-то спортзал, какая-то баня, играют джентльмены удачи, он туда свободно заходит с камерой. То есть, и никто, это все во время войны. То есть, с одной стороны, вроде как, это уж у них там серьезные меры безопасности, и Россия, мол, не может вскрыть эти меры безопасности. С другой стороны, вчерашний второй человек в государстве, вице-президент Ермак, абсолютно доступен к слежке, к отслеживанию его перемещений. Уже сфотографировали, показали, какие кроссовки. И он тоже под охраной государственной, удошной. То есть у нас идет картина, да, она несопоставима. То есть как организован порядок прикрытия главных лиц в одной воюющей стороне и во второй. И самое главное, так а какой может быть ответ? И почему, симметричный или асимметричный? Если асимметричный, то будет объявлено, что это за покушение на генерала. Ведь прошлые генералы, они же отмщены не были. Вы поднимаете очень важные вопросы, и в рамках наших эфиров не только я, но и другие эксперты высказывают свои мнения, советы, предложения. И некоторая часть нашей аудитории, она, выступает с такой определенной агрессией, даже не позволяя обсудить что-то конструктивно. А ведь мы призываем именно обсуждать в комментариях, и в прошлом эфире я пошел против тренда и сказал, что приглашение Ушакова это было грубейшей политической ошибкой, приглашение Зеленского в Москву. Слава богу, что Зеленский отказался. А если бы он не отказался, то в каком бы виде выглядел Ушаков или Песков
который вышел и рассказывает нам, значит, о том, что, ну, Зеленский, вот, да, с Путиным может. Подожди, так ты ж 2 года до этого рассказывал, что это нелегитимный нацист, что мы не знаем, кто это такой. Так вы же как-то там определитесь. И вот у нас часть комментаторов, когда мы задаем логичные вопросы, мы со стороны Беларуси, они говорят всякую глупость. А чего вы не воюете, как Северная Корея? Хотя около 10 тысяч белорусов плечом к плечу воюют с многонациональной русской армией. Я уже не говорю про уникальные технические вещи, разработки, платы и, значит, очки для танков, которые позволяют российской армии продвигаться вперед. Конечно, вот этих людей, которые не обладают критическим мышлением, конечно, еще подогревают ИПСОшники. У нас тут пасутся представители 4 полков, 16-й Житомирский, значит, 72-й, это под Броварами, 74-й Львов и 83-й Одесса. У нас их даже есть телефонные справочники. И вот они подогревают, не позволяя развивать критическое мышление. Мы все время, и из-за этого распался Советский Союз, любим целовать зад начальству. Вместо того, чтобы поставить абсолютно очевидные вопросы, например, по поводу вот этого эпикфейла Ушакова. Как ты мог пригласить нелегитимного человека? Ну, пригласи Арестовича, возьми. Вот правильную вы идею высказали. Та же история с генералами. Конечно, с военной точки зрения ликвидация генерала ни к чему не приведет. В России на сегодняшний момент 1350 генералов. Для справки, в США 900, а в Беларуси 120. Вот. Значит, если ликвидировать по одному генералу в месяц, ну, это пройдет примерно 100, наверное, 130-140 лет. То есть с военной точки зрения это не имеет никакого эффекта, но они-то, наши оппоненты, профессионально работающие, посмотрите на карту и покажите мне, где Советский Союз, да? Значит, они-то знают, куда бить. Они бьют в коллективное бессознание. И несмотря на то, что люди в основной своей массе поддерживают руководство России, руководство Беларуси, значит, вопросики-то накапливаются. И этот гештальт внутри 99% россиян надо закрыть. Потому что все, с кем я не говорил, все поддерживают, значит, линию специальной военной операции, но все не понимают, что происходит. Вот и в отношении ударов, наконец-то эти удары пошли, и выносятся в том числе энергетика в Западной Украине, и в отношении мостов на Днепре, и в отношении этого туннеля на Львове, и в отношении генералов. И тут это вообще вопиющая по вот степени подлости ситуация, но еще раз говорю, с точки зрения профессиональной, в рамках вот этой когнитивной войны, я снимаю шляпу перед этими нацистами. Они все-таки подготовлены. Ну, конечно, это не украинская история. Конечно, их прежде всего ведут британские кураторы. К сожалению, это очень сильный противник. Так вот, этот гештальт надо закрывать. И этот гештальт закрывается либо адекватными методами, ну, либо каким-то разъяснением. Подробным, да? Значит, мы вот в Беларуси почему все время требуем каких-то конкретных мер? Потому что у нас всегда вот мост обрушился, приезжают сразу на утро к инженеру с наручниками. А уже в рамках судебного расследования, да, если он не виноват, а виноват другой инженер или проектировщик, уже снимают обвинения, то есть суд в рамках вот этого всего тотальной справедливости, значит, выносит окончательный результат. Но люди привыкли к эффективным решениям у нас в Беларуси, понимаете? А что мы видим у наших уважаемых коллег в Москве? 4-го генерала убили. А где наручники на того, кто обеспечивал его безопасность? Вот у нас тоже некоторые комментаторы, примкнувшие к ним ИПСОшники, говорят: ой, какие вы умные, а покажите, как вы. Давайте покажем.
Давайте, везите меня на Лубянку, освобождайте Бортникова в хорошем смысле, да. И я покажу, как работать. И любой человек, в России полно людей, везите на Лубянку, да, красиво получилось. Значит, полно людей, которые покажут, как работать. Слушайте, ну мерзавец Федоров сказал, что 50 тысяч русских надо убивать. Мы говорили это в прошлом эфире. Где пятно черное на карте в месте обитания Федорова? Вы что, думаете, кто-то не знает, где Федоров обитает? Даже мы это знаем. Если по Зеленскому есть вопросы, Буданову и Малюку, где Федоров находится, все знают. Так где этот ответ? Понимаете, если мы этот гештальт не закроем, это методом вот этого бесконечного накопления может, значит, привести либо к ситуации повторения Пригожин-2, либо к каким-то внутриполитическим вопросам и проблемам. И наши уважаемые, точнее неуважаемые коллеги британские, они это все понимают. А вкупе с тем, что председатель Совета мира, значит, в рамках вот этого духа Анкориджа, кстати, по-моему, это уже не дух Анкориджа, а, по-моему, это вонь Анкориджа, с учетом того, что он нанес сильнейший удар впервые за все время, колоссальный, по экономике России, который заключается в отказе Индии закупать российскую нефть, а она была на первом месте по закупке российской нефти. С учетом этого могут быть и в скором, не в скором, в средней перспективе экономические проблемы. Ну, Поэтому погодите, там непонятно еще по поводу Индии. Ну, в том плане, что вроде как Моди это не комментирует. Это об этом только сказал Трамп, понимаете? А он сегодня, я перед вашим эфиром посмотрел, открыл Твиттер, и там, ну, X-сеть, и там Моди подтвердил, он ни слова не написал про российскую нефть, он написал, подтвердил там, значит, весь предыдущий спич Трампа до момента российской нефти. То есть снижаются с 25 до 18, мы в ответ нормализуем отношения. Ну, слушайте, я не думаю, что Трамп уже мог так вообще откровенно, значит, соврать. И я полез в статистику, и что я увидел? Что за последний месяц выборка российской нефти Индии сократилась на 29%. А в январе вообще ничего не поставляется. Это очень тревожный сигнал, потому что Индия была очень серьезным подспорьем. Если по газу у нас, как бы у России все загружено, вот, и плюс газ никак не идентифицируется, да, то есть нанимаешь там, значит, от катарской фирмы теневые суда и повез как катарский газ. Его невозможно, никакая проба не покажет какой-то газ. По нефти есть специальные лабораторные замеры, которые подтвердят, что это марка Уралс. И еще один индикатор – это цена. Если цена на нее была $60, потом $50 с дисконтом, сейчас средняя цена $41. $41. Поэтому британцы, как всегда, паразиты, работают концептуально, грамотно, во всю мощь, со всех, значит, атакуя по всем направлениям, в том числе по когнитивному, который может быть опаснее военного. А мы, как всегда, зализываем зад начальству, говорим, что черное это белое, белое черное, и тем самым, значит, можем привести к очень серьезным последствиям. Как всегда это бывало, когда военные достигали результатов, а политики, значит, политики, они эти результаты нивелировали. Вот это было бы очень печально, особенно нам, потому что нам, это Республика Беларусь, потому что мы на карту вообще поставили все. И выступаем с позиции нашего союзника порой даже активнее и агрессивнее, чем сам союзник. Ну, по поводу, знаете, того, как выступает Беларусь, вчера разошлось видео, где Лукашенко показывают снюс, ну, вот от жвачки никотиновые,
И он так удивляется, а что там под язык закладывать, там, за щеку как-то вот это, а что оно дает, вот это все. И там, ну, все, понятное дело, уцепились за этот момент, это вроде как такой, ну, хохма из совещания. Но некоторые, я, кстати, разделяю их число, а, привыкли слушать суть слов, да, и он говорит там, да, иногда хочется выпить, как бы расслабиться, чуть-чуть там, чтобы голова закружилась, забыться и не думать о том, что один из губернаторов, у него проблема, телята дохнут. Для украинцев вообще, то есть, ну, смотрите, это же показатель, то есть это проблема. Вот мы сейчас столкнулись с тем, что сейчас очень большие проблемы в энергетике. Света нет, отключения, война, прилеты, там смерти. Зеленский выходит, говорит, 55 тысяч погибших. Там потом выходят разные военные, говорят, президент не имеет права говорить неподтвержденные цифры, но по неподтвержденным цифрам этих убитых в 2 раза больше. Ну, то есть 110. Но это за 4 года войны. Ну, то есть, понимаете, Трамп вообще там по-своему у него статистика ведется, говорит, каждый день, там, каждую неделю по 20 тысяч погибает только солдаты, только на поле боя. То есть, и как говорят, ну да, ну это ж президент, он не может сказать по-другому. То есть, я просто говорю об уровне проблем, понимаете? То есть, один президент, а страна-то рядом, соседняя, нам говорит о том, что у него, он ночами спать не может, у него надо выпить, понимаете, расслабиться, отпустить проблему, потому что это действительно проблема его донимает, что телята дохнут. А в Украине люди дохнут, понимаете? И никому не интересно. И не то, что неинтересно, а как-то так, ну, как норма, понимаете? И не сказать, что у Зеленского по этому поводу там нужно как-то забыться или как-то, знаете, или там действительно это сушит душу, сушит мозги, да, вот все метаются, как решить эту проблему. Вы знаете, действительно, вот эта ситуация с Ньюсом, это же было просто вырвано с контекста. На совещании обсуждали, значит, вот эти все моменты, связанные с распространением среди молодежи электронных сигарет, жевательных всяких таблеток, смесей, снюсов. А электронные сигареты, они же абсолютно легально продаются, вот эти вейпы всякие с жидкостью, да. И поэтому президент поставил вопрос с этим всем разобраться, но по-научному. То есть президент сразу сказал, если мы все это запретим, это ж могут из-под полы продавать. Надо выяснить, действительно ли такой ущерб для легких молодежи от этого всего, действительно ли помогут запретительные меры. Значит, потому что некоторые исследователи говорят, что сигарета гораздо безопаснее, потому что там хоть по крайней мере натурпродукт, а не эти синтетические смеси. Поэтому просто вырвали из контекста этот кусочек, вот, ну и рассмешили весь интернет. Это хорошо, потому что Лукашенко своим позитивом и вот, значит, поднимает настроение. А еще я скажу, вот вы правильно сказали, что у нас тут о телятах заботятся, а в Украине даже о людях не заботятся. Да они, даже если посмотреть все эти кадры, правда, украинские нацисты до сих пор будут утверждать, что они сняты на Мосфильме. Слушайте, волокут, как, даже не как скот, как каких-то насекомых, за руки, за ноги, бьют, ну, видимо, для мотивации, чтобы лучше воевали на фронте. Ногами бьют, ребра ломают. Что это происходит? Каратели так не делали. Значит, а в Беларуси, например, подняли пенсии на 10% с 1 февраля всем пенсионерам. А в Беларуси, вот вы представьте, Александр, значит, сейчас холодная зима. У нас было запланировано повышение цены с 1 января. Цены на тепловую, электрическую энергию и природный газ. Корректировка не сильно большая, порядка нескольких процентов. Президент Лукашенко своим указом в связи с такими холодами и в связи с тем, что выборка тепловой, электроэнергии и природного газа по сравнению с прошлым годом за январь увеличилась на 45%, да, по сравнению с прошлой мягкой зимой, он переносит поднятие цены на 1 марта. То есть, когда уйдут морозы. Чтобы люди простые
вот эту жировку не заплатили там лишние 3 копейки. То есть вы представляете, какой уровень заботы. А потом у нас спрашивают, вот вы какие, значит, а почему вы так вот любите там или поклоняетесь Лукашенко? Да мы любим, потому что он заботится о людях, понимаете? Заботится как умеет, но это видно все в цифрах. И вот я приведу вам другую цифру, сенсационную. Белорусские продукты. Это новая белорусская нефть. Если раньше мы, значит, экспортировали продуктов лет 25 на 5, 6, 7 миллиардов долларов, в этом году мы поставили рекорд. В этом это имеется в виду 25-й. Мы экспортировали на 10 миллиардов долларов продуктов наших белорусских в 116 стран мира. Это результат, скажите? Это результат, да еще какой. Поэтому, когда кто-то стебается над Лукашенко, он не понимает, что с точки зрения нас, белорусов, он действительно осуществляет свои функции профессионально. И некоторые мысли высказывают, так а если профессионально вы кто-то вообще, не обязательно в Беларуси, в любой стране, если профессионально, значит, выполняет свои функции, а может и не стоит эти перевыборы бесконечно проводить. Но это то исключительно в порядке дискуссии и обсуждения. Ну, знаете, как у предприятия, да, директора красные сидели по 20, 30 лет, 40, да потому что они каждый болтик на своем заводе знали. Они в 6 утра уже вставали, обходили, значит, станки, рабочие места, проверяли, где пыль, кто как одет, значит, что надо закупить, какую линейку расширить. У нас есть такие директора, которым по 70-80 лет. Они, значит, запустили новые станки, и, например, вот у нас открылось производство на базе завода Планер, которое есть только в 5 странах мира. А директора там старики, понимаете? То есть, я к чему хочу сказать? Старость – это не возраст. Старость, она в голове. Может и молодой быть старик, а может быть и старый, креативный, творчески развитый человек. Ну, смотрите, тут как бы в этом отношении нужно понять, к чему все идет и куда двигаться. Вот в политическом смысле я вспоминаю и хочу всем напомнить. Помните, как только назначали Буданова, ряд людей, они высказывались, что Буданова загонят, так сказать, по этим бессмысленным переговорам. Сейчас публикуют разные подробности, инсайды, тоже противоречивые, как вот в начале программы про Трампа мы с вами обсудили. Значит, с одной стороны говорят о том, что мир может быть достигнут в ближайший месяц, условно, да, как бы все на мази, все правда хорошо. Да, там уступки. С другие говорят, что Россия не идет ни на какие уступки. И вот даже пример этой Запорожской атомной, что там контроль американский, электричество пополам, тоже отвергли, все как бы выбросили. Зеленский сидит на селекторах по этим вопросам, не про телят думает, а, собственно, думает о ПВО. И вчера, говорит, прям сегодня пресса пишет, вот, Зеленский недоволен работой ПВО. Но опять-таки, понимаете, ракеты полетели на Западную вместе с дронами, как к себе домой прошлой ночью. Мы не понимаем формата повреждений, о нем честно не скажут, но все увидят как бы в розетке, да, у себя и в графиках отключения света. Но, тем не менее, это ведь тоже большая проблема. Получается, что уже сейчас нет возможности, их просто нет возможности, даже там если пакеты денежные согласовать. Не будешь же ты брать пачки евро и бросать в цирконы Искандера и в другие, скажем так, вооружения. Нет физически в наличии вот этого ПВО. Они есть только у американцев. Уитакер, который представляет НАТО в Европе, говорит, а мы не отказываемся. То есть покупайте у нас, давайте, пожалуйста, всю номенклатуру, милости просим.
Маск ограничивает Старлинки. И тут внезапно оказалось, такой вой поднялся. Оказывается, россияне давно сидят на Старлинках, понимаете? И прям это такая большая проблема, что чуть ли ВСУ в наступление может пойти, свое контрнаступление, и заглохло наступление у россиян. То есть Запад продолжает помогать в этом отношении, и Америка в своем стиле, в новом трамповском формате продолжает подсказывать. Но тут подсказывать и, в общем, пытаться подсобить. Но тут возникает важный аспект, я считаю. Так эскалация вот эта, сколько она может продлиться? Ну вот сколько? Если ракет ПВО, Зеленский недоволен, как работает ПВО. Если обстрелы, они вот такие, какие они есть, да? Если бьют по России, летят дроны по России, ну так и по Украине тоже летят, и мы видим такие эти последствия. То есть где-то точка, да, где скажут, ну все, там хватит, давайте заканчивать. У нас какая-то странная информация прошла. Давайте вот от военной в политику еще как бы зацепим этот момент, что Арахамию могут сделать спикером парламента. Мол, россияне не хотят с Зеленским ничего подписывать и говорить, хотят со спикером парламента. И плюс-минус легитимный орган. И все как так вот присматриваются. Он же член переговорной группы еще в Стамбуле 22 года. А может вот таким макаром, скажем так, подойти к этому вопросу? Политические решения такие же, как и военные, направлены на затягивание процесса. Как вы думаете? Значит, все стороны, основные игроки вот в этом конфликте, британцы, украинский политический класс, половина американцев, все заинтересованы в продолжении военных действий. Они истощают Россию, это их главная задача, истощают Беларусь, истощают Украину, это уже второстепенные, так сказать, издержки. Поэтому у всех сейчас есть реперная точка, так называемая. Это 3 ноября 2026 года. Я, если раньше сомневался, значит, высказывал насчет проигрыша Трампа, давал 50 на 50, точнее, да, потому что, понимаете, до ноября уж столько много времени, а председатель Совета мира отжигает еженедельно то, что не успеваешь просто обсуждать. Поэтому представьте, что он отожгет еще там за 7-8 месяцев. Но вчера председатель Совета мира поставил на себе крест. Вот я с точки зрения аналитической рассказываю про этот крест на Трампе. Вчера он опубликовал, значит, вот этих в виде обезьян семейства Обамы. Да, через часа два он понял, что сделал, удалил эту запись из своей социальной сети. А вы теперь представьте чувство 15-17% американцев черных, которые увидели этот мем. Даже если они, как один там из сенаторов, который обвинил Трампа в расизме, республиканец, даже если они поддерживали Трампа до этого. Вы просто представьте их чувства. А это чувство могут и разделить латиноамериканцы, проживающие в США, являющиеся гражданами США. А это, извините, уже практически 35-40% вместе с черным населением. Вы понимаете, это с точки зрения когнитивной травмы, с точки зрения вот такой эмоциональной депривации, это колоссальный удар по правящему республиканскому классу. В связи с этим у меня нет никаких сомнений, что выборы в ноябре, значит, Трамп проиграет. Да ладно, вот прям Да, подождите, один мемчик вот этот да. прям приведет к тому, что Трамп проиграет? Понимаете, это ж нам, ну, мы посмеялись, значит, удивились креативности в кавычках Трампа, а вы встаньте на себя, вы поставьте себя на место угнетенного, угнетаемого все предыдущие столетия черного населения, которое, кстати, туда не приезжало по своей воле, его туда завозили.
Это не мигранты, это фактически товар, который захватывали либо покупали на рабовладельческих рынках. Для них это очень серьезная травма. Я, естественно, перед этим эфиром позвонил сразу после мема своим товарищам в США. Они там работают, значит, один в детском садике, другой в школе. Вот, там, в США, это вызвало состояние шока. Ну, вы представляете, Обама, обезьяны, значит, ну, то есть это просто не укладывается во всю американскую парадигму. Поэтому вот именно этот момент, американцы ж не зря говорят, сила мелочей в том, что их много. Вот этот момент, это крест на перспективах Трампа оставить, сохранить контроль за Палатой представителей. А как только контроль за Палатой представителей получат демократы, вы представляете, как они жаждут крови? Как жаждут крови те сотни тысяч людей, которые кормились на одном USAID. Они Трамп за USAID ответит. Они хотят его импичмента. Он войдет в такую, значит, турбулентную политическую эпоху, что ему будет не до Украины. Поэтому все основные игроки, прежде всего британцы, они дотягивают этот вопрос до ноября. Это понял и Зеленский, поэтому он всячески переносит, оттягивает, тянет, жует жвачку, делает шаг вперед, два шага назад, чтобы дотянуть до ноября. Почему ему нужен ноябрь? Потому что если у него будет более четкая поддержка США, они могут даже дальше перейти к другим вещам. Дело в том, что красные линии, высказываемые руководством Российской Федерации, увы, не сработали. И опять в комментариях могут представители ИПСО и граждане, которые не обладают разумным мышлением, рассказывать про то, что да как это так, но мы начинаем перечислять. Был флот русский в Севастополе, и нет флота. Был Крымский мост, и в день рождения Путина его взорвали. Он-то и есть, но вы же перед этим рассказывали устами, значит, всех небожителей о том, что только тронете Крымский мост, будут ликвидированы все центры принятия решения. Переходим дальше. Курск, территория России. Что в ответ? В ответ только пост Дмитрия Анатольевича Медведева. Кстати, спасибо ему за это. Это отдельный вопрос, но у него сейчас очень хороший рейтинг, потому что российское общество и белорусское, кстати, требует адекватного ответа на такие провокационные действия. А адекватно, к сожалению, вот либо Медведев, но он пишет, понимаете? Ну, либо, конечно, сейчас очень адекватно. Что, подождите, а что вы считаете адекватным? Ну, вот есть, например, он у Такера был, а потом на российском телевидении включался, Караганов. Да. И он говорит, что надо бить ядеркой по Британии, по Германии, ограниченным тактическим ядерным оружием ударить. Америка не вступится, не впишется. И это типа остановит Третью мировую войну. Вот сейчас мы ядерка не по Украине, да, а вот именно вот по Британии, и все сразу как бы похватятся и, в общем, сядут и договорятся, и эти будут очень прочные договоренности, и, в общем, новая архитектура безопасности определится сама собой. Сейчас у нас идет вот такая достаточно сложная история с СНВ-3, договором. Россия опять говорит, ну, мы продлим на год, сами по себе. Американцы хотят втянуть Китай в эту сделку по ядерному оружию. И на этом фоне вот такие призывы выглядят, ну, так, достаточно шокирующе. Люди грамотные, интеллектуалы, они понимают, что как раз-таки, вот если в Абу-Даби Песков заявил, что тоже обсуждали между американцами и россиянами СНВ договор о нераспространении ядерного оружия и ограничении наступательных вооружений. Проще говоря, теперь количество боеголовок ракетных не контролируется сторонами. То есть, клепай не хочу. И с этим нужно что-то делать. То есть, вы, получается, тоже разделяете мнение Караганова? Ну, Караганов очень умный человек.
Очень умный человек. И, кстати, на протяжении 40 лет Караганов был таким проевропейским политологом. И сейчас он написал в своей последней статье в журнале «Россия» и «Современный мир», что, ну, наверное, это и была расшифровка этого интервью Такера Карлсона, что я, дескать, 40 лет выступал в поддержку Европы и теперь понял, что нам не по пути. Идеи Караганова имеют смысл, но как какое-то, может быть, завершающее действие. До этого ничего не сделано в плане отсекания голов украинским нацистам. Да? В плане ответа, понимаете, это ж не я говорил и не вы о том, что будут удары по центру принятия решений. Это говорил великий маршал Шойгу, которому наши комментаторы зализывали сапоги. Где сейчас Шойгу? А где сейчас вся команда в Шойгу? Мне очень интересно, где сейчас дочь Шойгу. Да, да, да. А ладно, дочь, а команда. Нет, Понимаете? дочь по редкоземам. Она сейчас... Дочь редкоземом, а команда главная. вся в СИЗО. Вся в СИЗО. Понимаете, если в армии принято с советских времен, если солдат накосячил, отвечает не только солдат, но и его начальник. Там пол Минобороны сидит в следственном изоляторе, а Шойгу в белом пиджаке. Это маршал, вот, или там генерал армии. Вы что? Он просто не видел, что у него расхищали направо и налево. Слушайте, ну так, это как с Зеленским. Друзья воровали мешками деньги и гребли, а он не в курсе. Ермак колдовал там вот это вот, браслетики дарил, воду с трупов как бы там использовал, а Зеленский ни при чем. А Зеленский не... Да, это знакомая история. Это в этом отношении очень похоже. Да, Александр, я договорю, значит, про красные линии. Так как красных линий не было, а были серо-буро-малиновые, значит, после ноября, после выборов демократов, американская сторона может пойти на дальнейшую эскалацию путем согласования решения о размещении иностранного контингента. И что мы будем делать? То же, что после Севастополя, Крымского моста и Курска, и ударов по НПЗ? Бить по подстанциям? Или рубить головы? То есть, если, значит, вы хотите какой-то, значит, рецепт, то это, очевидно, самый эффективный. Самый эффективный в мире – это израильский рецепт. Израильский рецепт. Рубить головы. Вылезут вторые – рубить вторые. Вылезут третьи – рубить в третьи. Они там переговаривались в гостинице в ОАЭ. Ну и что? А что, в гостиницу ОАЭ не мог курьер принести с домино пиццу? Понимаете? Либо мы будем действовать по старой советской классической дипломатии, и это приведет к тому, что на карте не оказалось Советского Союза. Либо мы будем действовать дерзко, адекватно, складывающейся военно-политической обстановки. И если в рамках этой военно-политической обстановки надо прибегнуть к рецепту Караганова, значит, это надо сделать. Значит, это надо сделать. Но знаете, в чем заключается соль? Когда будет адекватный ответ, то и к рецепту Караганова, значит, никто не прибегнет. Потому что еще в начале специальной военной операции, условно говоря, хаб для обеспечения нацистов стал Жешув. Это говорится очень просто. Через 48 часов от аэродрома Жешува, от ЖД вокзала Жешува не останется ничего. Мы призываем гражданское население покинуть Жешув. Все, понимаете? Может даже бы бить не пришлось бы. Может быть, польский режим в режиме аларм забросил переговоры и сказал, мы не будем больше поставлять оружие. Вот как надо действовать. Поэтому тут я с Карагановым согласен. И если... Слушайте, я согласен не с Карагановым, а с нашим верховный главнокомандующий. Что сказал Владимир Владимирович? А зачем такой мир, в котором нет России? Это прямая цитата. Ну, а чем вот, она отличается от украинских националистических выкриков? Значит, по поводу Украины. Ну, вот по смыслу, ничем же. Так дело в том, что сейчас идет экзистенциальная война.
Если мы не переломим нацистский режим, не будет спокойствия ни россиянам, ни белорусам, ни украинцам. Это угроза постоянной национальной безопасности. Более того, еще война, вот вы можете с этим спорить, но война еще спасает Украину от хаоса полного. Вы просто представьте, если эти люди, 800 тысяч, да, по-моему, человек, говорил Зеленский, 900 на фронте ВСУ, они придут домой. Вы представляете, что будет? Ну вот, мы ж видели недавно, четверых положил. Четверых с автомата убил. Вот вы представьте, они придут домой. 70% из них русскоязычные, кстати говоря. Им какие-то недолюбленные активисты львовские и вся эта вот этническая шушера, которая хороводы возит, она будет говорить на каком языке, значит, говорить этому украинскому военному. Да он полезет в карман за гранатой или пистолетом и положит всех. И вот это все будет только в более массовом на порядок, 2-3 порядка больше. То есть это еще военные вот эти действия, они спасают Украину от внутриполитического коллапса, банд, ОПГ, анархии, резни, заложников, торговли оружием. То есть, а чтобы это остановить, ключевой момент, надо, чтобы в Киеве, значит, воцарился режим, отстаивающий украинские национальные интересы и суверенитет, а любой понимает, что настоящий суверенитет Украины заключается в дружбе со своими соседями, в свободных рынках, в обменах, в создании толерантного, инклюзивного общества внутри Украины. Как только этот режим воцарится, мы можем спать спокойно. Если же мы очистим территории Донбасса и Херсона, Запорожья, слава богу, никто их дарить не будет украинскому режиму, но этот режим продолжит сидеть в Киеве, ничего хорошего не будет. Ничего хорошего не будет. Поэтому для того, чтобы было хорошо, надо иногда идти на резкие действия. Но, по крайней мере, допускать, что у тебя в Москве, как у себя дома, ходят и убивают генералов, и ты еще и молчишь, мы не мегафонная дипломатия. А какая? Люди хотят ответа, люди хотят разъяснений. Нет, мы будем молчать. Ну хорошо, молчите. Молчите дальше. Юрий Воскресенский был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Друзья, благодарю за то, что посмотрели это видео. Напишите в комментариях, что думаете. Всем добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.